Кавабанга! Здорово, драконы! Вы когда-нибудь задумывались, почему мы просто тащимся от игр, где главный герой, продираясь через град пуль, выносит кучу врагов под офигенную музыку? Это не просто экшен, это run and gun, детка, беги, мать его, и стреляй! Жанр, где передохнуть можно только после фразы «Game Over». И то ненадолго, ведь тебя ждет вторая попытка. Ну а пока мой рассказ будет терзать твои уши, на экране ты увидишь лучших представителей данного жанра, на мой взгляд. Да и списком в 300 плюс игр поделюсь. Так что скорее ставь лайк, а я начинаю. Run and Gun — это такой жанр, где ты бежишь, стреляешь, снова бежишь и, не поверишь, снова стреляешь. А потом очередной Game Over. Потому что враги тут респаунятся с неба, из-под земли, из ада и, кажется, даже из твоего холодильника. Я думаю, для меня, как и для многих из вас, Contra, Metal Slug, Alien Soldier, Sunset Riders были той самой первой дверцей в мир экшена, где ты впервые узнал, что по-настоящему значит слово «реакция». Не вовремя моргнул и получил по зубам. Но какое же сладкое чувство, когда к тебе в руки попадает спредган. Это не оружие, это просто нектар богов. Это как будто бы сама вселенная сказала тебе: ну давай, малыш, покажи этим пиксельным тварям, кто тут на самом деле папочка. И совершенно не важно, что ты уже 17 раз умер и у тебя последний континьюс. Со спредганом ты снова герой. Ты не бежишь по уровню, ты на нем доминируешь. Враги начинают умирать еще на экране паузы, а боссы стыдливо прячут глаза и самоликвидируются. И конечно, спредган — это то оружие, которое ты теряешь через 7 секунд, упав в яму. Потому что кто-то не умеет в платформинг. А дальше впереди только боль и одинокая пиу-пиу из дефолтной пушки. Но тот вкус власти, вкус доминации уже не забыть. С вами Марк Драгон, и я обожаю игры в жанре Run and Gun, а также ни одну из них я так и не прошел до конца. Погодите, что? Да, есть у меня такой грешок, ведь игры в этом жанре требуют усидчивости, реакций и много литров валерьянки и корвалола. Это тебе не за хлебушком в магазин сходить. Тем, кто дошел до финала любой из этих игр, нужно давать медаль при жизни. Ведь именно в их руках стабильность вселенной, баланс добра и, возможно, 3 разбитых о стену геймпада. Это те самые люди, которые не боятся боли. Они не боятся слез. Единственное, чего они боятся, это случайно подобрать лазер вместо спредгана. И знаете что? Я хочу присоединиться к ним. Войти в ряды этих несгибаемых терминаторов с глазами, как у орла, и рефлексами, как у кота, которому наступили на хвост. Я хочу, чтобы в чате люди шептались: «О, это тот самый Марк, он прошел Metal Slug без урона, с завязанными глазами». Чтобы боссы в играх сразу писали завещание, а в финальных титрах была надпись: «Извини, что сомневались в тебе, брат». Поэтому я собрал список из 300 плюс самых лучших игр в жанре «Стреляй и беги» для всех платформ и хочу затащить их все. Прямо тут, на канале, вместе с тобой. Кстати, держи весь список, мне не жалко. А ты, дружище, если чувствуешь, что в тебе течет кровь дракона, и ты тоже готов к этому марафону боли и кайфа, нажми лайк и подписку. Это не просто кнопка, это твой боевой жетон в отряде настоящих драконов. Это как марафон, только без финиша. Это как Dark Souls, только без спасительных костров. Это как первая работа после института. Куча задач и никаких инструкций. А тетя Дуся из бухгалтерии хочет тебя прибить. Но ведь за это мы и любим эти игры. Эту беспощадную школу жизни, где каждый уровень — это экзамен на выживание. Только в них ты получаешь опыт, закалку и психоз. Мой список насчитывает игры всех времен и платформ, начиная с 80-х и заканчивая будущими, пока еще не вышедшими проектами. Да, будет больно. Да, будет жестко. Особенно для человека, пропустившего Contra 3 и Contra Hard Corps в свое время. Но от этого будет только интереснее. Потому что теперь я взрослый, серьезный, с опытом и с теми же самыми кривыми руками, что и 25 лет назад. Только теперь я их оправдываю словами «кривое управление» и «плохой геймдизайн». И это будет не просто прохождение, это акт самопознания, очищения и, возможно, небольшого самоуничтожения. Жаль, что игры жанра Run and Gun сегодня выходят редко. Миру как никогда нужны проекты, где нет диалогов на 40 минут, захвата вышек, открытой карты и бесконечного крафта. Тут все просто. Есть ты, есть враги, и один из вас точно не доживет до финальных титров. В них мы не ищем легких путей, мы ищем кнопку стрелять и не отпускаем ее до победы над финальным боссом. Но не все потеряно, есть инди, есть энтузиасты, которые делают игры и ромхаки в подвалах, на коленке, на энтузиазме и лапше быстрого приготовления. И есть мы, настоящие ценители искусства, которые поддержат этих храбрецов.
Поэтому жанр жив, пока есть огонь в наших сердцах и порох в наших попцах. А теперь внимание, драконы! Первая игра в моем списке — легенда, классика, мать всех пылающих пердаков, Контра на NES или на Денди. И в следующем выпуске мы с ней разберемся по-взрослому, без кодов, без пощады, с геймпадом в одной руке и кофеином в другой. Ну а с тобой был Марк Драгон, и держи хвост пистолетом, и не вздумай подбирать лазер, нак-нак.